Sono un uomo malato, un uomo malevolo. Я человек больной. Я злой человек. Непривлекательный я человек. 我是一个有病的人，我是一个心怀歹毒的人， I am a sick 我是一个其 man. 貌不扬 I 的 am a 人。 spiteful man. I am an unattractive man. أنا إنسان مريض. إنسان حقود. إنسان ممقوت. Je suis un homme malade. Je suis un homme méchant. Un homme plutôt repoussant. Есть Иван Маша, настоящий человек. Ich bin ein Zauberer. Ich bin ein böser Mensch. Ein abstoßender Mensch bin ich. Что ты плачешь? Ты горько, что ли? Ты знаете, что ничего противнее, здоровее, болезней впредь для жизни, как хороших. Да что вы все плачете? Лучше князь Ибрахим, лучше потом просирать не стал бы, не было бы нам счастья, не клянись, не верь. Много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь такое прекрасное, святое. Лучше простимся потом, какие сама мечтательницы просто не было. Разве сама о тебе не мечтала? Ты прав. Если много набрать таких воспоминаний с собой в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. Мир без Достоевского было бы беднее, бледнее, скучнее. 200 лет назад родился писатель, которому предстояло изменить не только мир литературы, но и мир философии. Писатель, чьи произведения стали неотъемлемой частью мировой сокровищницы культуры. Жизнь идет, и блестящие умы современности продолжают размышлять над теми вопросами, которые поставил Федор Михайлович Достоевский, над теми ответами, которые дал нам сам великий русский мыслитель. Спорить и двигать развитие человеческого духа вперед, по пути, проложенному Достоевским. Каким был бы наш мир без попытки Родиона Раскольникова доказать, что он сверхчеловек, и без его раскаяния? Без поисков Бога и сомнений Ивана Карамазова, без мучительной страсти игрока и чистой детской веры Сонечки Мармеладовой, без почти неземного в своей добродетели князя Мышкина, без подпольного человека, без дневника писателя, каким был бы наш мир без Достоевского? Без него были бы наши представления о мире и человеке гораздо беднее. It is impossible to even imagine what our world would be like without Dostoevsky. Также мы можем жить без Баха, если мы не знаем о его музыке, и без Микеланджело, и так далее. Без Достоевского можно жить, если мы о нем не знаем. Но если мы хоть один раз сталкивались с этими явлениями, вот они становятся уже основами и неизбежными основами нашей жизни, нашего существования. Поэтому можно сказать, без Достоевского у нас был бы другой мир. Without Dostoevsky and Hegel, we would not have had modernity as we know it. That is, the age of scientific knowledge based on new philosophical insights about the subjective nature of the human spirit and its need for absolute freedom. Он до сих пор провоцирует, мучает нас своими проклятыми вопросами, усиливая в нас настоящее человеческое начало. Our world would be poorer for not having Dostoevsky in it, as it would be without Shakespeare. Читать его романы не всегда легко, не всегда даже приятно, но они показывают нас всю человеческую жизнь, и доброе, и плохое, и светлое, и темное. Достоевский показывает, что нельзя одно без другого. Достоевский – это мы с нашими страстями, грехами, пороками. Dostoevsky reveals bluntly just how similar we are in terms of our basic human nature, human drives, and individual aspirations. Ведь чтение Достоевского – непрестанное, глубинное, невыносимое страдание. Как только вы его читаете, вы оставите в своем сердце одну рану, которая никогда не исчезнет и напоминает нам о жестокости и правде этого мира. Достоевский – это взгляд в темноту и жестокость, которую он лично знал лучше, чем хорошо. Это мир жестокости, грубости и насилия, без выхода. Однако в этой безвыходности Достоевский заставляет читателя
человека смотреть открытыми глазами, искать спасение и освобождение. Если бы каждый из нас думал так же, как Достоевский, мир стал бы намного спокойней. Достоевский – это то, что он написал. Все. Все остальное – это наши интерпретации, наше мировоззрение, философия, мода, идеологии. Мир героев Достоевского, огромный и противоречивый, сложный, подчас странный, живет своей собственной жизнью, определяя мировоззрение все новых и новых поколений. У каждого, наверное, есть персонаж Достоевского, который изменил его. Оказался вдруг созвучен внутреннему состоянию в определенный период жизни, заставил спорить с собой, остановил от какого-то поступка или, наоборот, подтолкнул к чему-то. Кто он? Подпольный человек. Раскольников. Образ Ивана Карамазова. Это легенда о Великом Инквизиторе. Это притча о вечно тупиковой судьбе человека как индивидуума и человечества в целом. Когда я читала записки из подполья в первый раз, я удивилась, как это возможно выразить такую сложность личности, выразить его так честно, так интимно. Долгое время я не могла читать этот роман, не чувствуя себя больно. When I was reading Crime and Punishment, I was totally absorbed in the pain Raskolnikov was experiencing. It was like feeling the division in his psyche, of his psyche, in my psyche. The same with the double. I physically felt the anguish of Golyatkin when he could not overcome the lack of recognition he was getting from his double. Raskolnikov, 拉斯科尔尼科夫。那么这个人物形象，他给我的最大的启示仍然是这样的那么就是他给我们提出了一个问题，什么问题？那么就是如果每个人都像拉斯科尔尼科夫一样，认为只有自己才掌握了真理，而其他人都生活在谎言之中，那么到底谁所掌握的真理才是真正的真理呢？ That Raskolnikov's egoistic Napoleonic fantasy of being a great man of history capable of crushing the glass blades with his feet were indeed nothing concrete. Dostojevski on vaarallista kirjallisuutta, sillä se voi aiheuttaa riippuvuutta. Dostojevski — это очень опасная литература, потому что это может вызывать аддикцию. Моя любимая книга Достоевского сегодня «Бези». Практически каждое новое чтение «Идиота», «Братьев Карамазов», «Преступление и наказание» заменяет предыдущее. И все меняется с этим новым чтением. My most recent reading 2 years ago of The Idiot led me to a revelation about how humorous and witty Dostoevsky's prose is. I actually burst out laughing aloud by myself while reading the scene of Hippolyte's failed suicide. And yet, the theme is serious. It is facing one's finitude, facing death in human life. Целые поколения молодых верующих людей становились атеистами после прочтения про эт контра Ивана Карамазова. И целое поколение молодых атеистов становились верующими людьми после чтения того же самого. Я принимаю Бога. Принимаю премудрость Его и цель нам совершенно уже неизвестные. Верую в порядок и в смысл жизни и прочее, прочее. Ну, слов-то на этот счет много понаделано. Но в окончательном результате я все же мира Божьего не принимаю. У него основы исчезают. Все становится сомнением. Сомнение самое главное, самое энергичное начало в творчестве Достоевского. Сомнение действительно сила, которая позволяет заново, по-новому осмыслять, осознавать себя в контексте мира, в контексте проблем
которые нас волнуют. Вот это животворящее сомнение для меня самое-самое ценное у Достоевского. Достоевский живет в наших мыслях, чувствах, образах. Хотим мы этого или нет? Почему? Что делает его произведения бессмертными? Его произведения говорят всем, о всем и навсегда. They force us to consider all of human nature, the frailty, the fragility, the incompleteness, the pathology, and the awkward manner. Достоевский, разумеется, перешагнул пределы России по направлению к универсализму, мессианизму и всечеловеку. Исследователь русской души, он завораживает и читателей других стран и культур. Ведь ни один до него писатель не решался так глубоко погрузиться в сложный, порой темный и загадочный мир отдельного человека. И ему веришь. Человек 21 века, по-моему, то же самое, как человек 19 века. Он сложный, нехорошо понимает себя, ошибается, а очень хочет жить независимо от обстоятельств. Достоевский говорит: человек есть тайна. Федор Михайлович Достоевский помогает мне разгадывать эту тайну и раскрывать ее секреты. Он как человек, который входил к нам в дом, а выходя, оставил открытыми и двери, и окна, и шкафы, и ящики. Он не лелеялся иллюзией порядка, а пытался овладеть хаосом, давать ему некий образ, пусть изменчивый, меняющийся образ, так как любой зафиксированный образ несовместим с хаосом. Придавая смысл хаосу и указывая нам место в нем, не как жертвы, а как искатели истины. Вот даже и хаос тогда может стать красотой и смыслом. Это не только мысль, это и постоянное стремление ввысь. Недаром роман Достоевского считают космическим. Бессмертие Достоевского в том, что он во всех своих произведениях поднял очень глубокий вопрос. Кто имеет право установить так называемую цель счастья для людей и принудить людей идти к этой цели с помощью насилия? Другими словами, кто имеет право управлять другими и преобразовывать мир в соответствии со своими собственными идеями? Кто имеет право заменить Бога и стать человека Богом? Dostoevsky has not only given us a vision of the world through his literature, but he has given us a way of seeing the world, and perhaps more importantly, a way of being in the world. It is a perfect antidote to the superficial art that has been mass-produced and designed in attempts to create a new subject, the consumer. Персонажи Достоевского живые, многогранные, они рассуждают о мире глубоко и парадоксально. Их сомнения — это наши сомнения. Их вопросы — это наши вопросы. Мы не всегда помним, какой именно герой Достоевского и в какой ситуации сказал ту или иную фразу. Но мы повторяем их слова, как квинтэссенцию человеческой мудрости, воспринимая их как неприходящее мерило нравственности. Мне особенно нравятся следующие цитаты. Во-первых, два своеобразные определения человека. Первый из романа «Записки из подполья», цитирую: «Самое лучшее определение человека – это существо на двух ногах и неблагодарное». My favorite quote, I will say it in Russian and then I will give my translation because all the translation I've looked at are not that satisfactory because they mistranslate one of the words in Dostoevsky's original. And the original is: «Я даже думаю, что самое лучшее определение человека – это существо на двух ногах и неблагодарное».
I even think that the best definition of man is, it is a being on two legs and ungrateful. Второй из романа «Записки из мертвого дома». Цитирую. «Человек есть существо, ко всему привыкающее. И я думаю, это самое лучшее его определение». Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни. Думаю, жизнь реальна, а смысл жизни абстрактен. Любите жизнь и посвятите себя жизни. Вот именно то, что хочет от нас Достоевский. И, наконец, еще одно очень проницательное понимание человека из романа «Братья Карамазовы». Это слово Дмитрия Карамазова. Цитирую. «В Содоме ли красота? Верь, что в Содоме-то она и сидит для огромного большинства людей. Знал ты эту тайну или нет?» Ужасно и то, Алешка, что красота не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей. 如果有人向我证明，基督在真理之外，并且的确是这样，真理也在基督之外，但我仍然是要与基督在一起，而不与真理在一起。 There are many layered and intertextual symbols that live within each line of his writing. He writes, show a Russian the Russian world. Откройте же русскому человеку! Русский свет, дайте ему отыскать это золото, дайте! Оно сокрыто, это сокровище в земле. И увидите, какой могучий, какой правдивый, мудрый и кроткий вырастет он пред испуганным, ошеломленным миром, потому что они ждут от нас лишь одного насилия, меча! Они же представить нас в себе не могут без варварства. И до сих пор, и чем дальше, тем больше. К Достоевскому необходимо претерпеться, пристраститься. Потом можно его и глубже понять. That Dostoevsky requires an active reader, to the point that he often tortures his reader. Можно спорить, Достоевский — это чтение для всех или для избранных? По-моему, Достоевский — это, наверное, чтение для всех, но это отнюдь не значит, что его все поймут и сделают его составной частью своей жизни. Тут дело не в том, для всех или для избранных. Просто он нас либо притягивает к себе, либо отталкивает. Мы не все одинаковые. Ум и разум в этом не имеют никакой роли. Так или иначе, но Достоевский равнодушными не оставляет. For me, Dostoevsky is my first experience of having a spiritual, mental and emotional connection to a work of literature. Вот такая связь, которая всю твою душу задействует. When I was reading The Brothers Karamazov, I believe when I was 14 years old, and I just remember crying. I remember that the work of literature brought me to a place that I had an emotional reaction and I cried because I was questioning my own existence and my own worth. And that's what a true work of literature does. How Dostoevsky is difficult to read and largely foreboding for the unprepared reader. However, Dostoevsky is for everyone because of this prerequisite. He moves the reader beyond the simple mythological structure that each society relies upon to maintain its sense of purpose and order. Я думаю, что это чтение для избранных, для людей, взрослые, с определенным жизненным опытом. Только они могут понять творчество Достоевского. Первая книга Достоевского, которую я прочитала, была «Братья Карамазовы». Мне было 18 лет. Я впервые прочитала Достоевского, когда мне было 18 лет.
Я думала, что он очень хорошо наблюдал и написал, как люди думают и чувствуют. Его произведения есть и будут в грузинской драматургии и учебных программах. У нас в школах учиться о Достоевском, его дела и книги. When I was a second-year student of Russian literature at the University of Melbourne, I was a primitive reader of texts. I didn't understand Dostoevsky's poetics. When we were introduced to The Idiot, I could not understand why all these characters were coming in and out of scenes without any, as we learned in German, Vorgeschichte or prehistory, why they were introduced without any motivation. And I just read them in linear fashion. What has changed? I was introduced to structuralism and a theory of reading of texts. Dostoevsky's novels are called polyphonic because they have multiple levels of meaning. Dostoevsky is a great teacher, but he is not easy to understand. Достоевский меня научил, что человек умный, но чтобы умно поступать, одного ума мало. И чтобы понять величие гения Достоевского, не надо быть литературоведом, надо просто позволить сердцу откликнуться на самые пронзительные страницы его романов, полюбить его героев, пусть несчастных, заблуждающихся, но ищущих правды, и по-человечески их пожалеть. Способность читать Достоевского – это мера того, есть ли у человека способность серьезно мыслить. Гений Достоевского властвовал над хаосом человеческих душ. Определить его невозможно, ибо определить значит ограничить. Достоевский – это целая вселенная. Если бы нужно было одним словом описать вселенную Достоевского, то что бы вы сказали? Dostoevsky is unsurpassed in European aesthetics. Когда я читаю его, я испытывал и страх от падения в бездну, и удовольствие от полета в воздухе. Злой гений, больной или жестокий талант, но проповедующий добро, которого, однако, нельзя достичь здесь, так как оно не из мира сего. Dostoevsky is history immortalized. Каторжник, украшенный царским орденом. Именно в этой формуле скрыта главная тайна Достоевского, двойственность его личности. Dostoevsky shows us what humanity really means. Достоевский показывает нам, что такое человечество. Dostoevsky, c'est la Bible de l'âme. Достоевский – это особый мир, где правит истина. Достоевский и его дело есть литература всего мира. Достоевский – это идеалы. Достоевский – c'est l'âme morale de la famille. Достоевский – это искренние чувства. Достоевский – это душа. Достоевский – это пророк. Я бы сказала, Достоевский – это живая жизнь.